Всем привет! Вы на канале Дело мастера боится. Сегодня мы с Валей будем делать что? Валентинку. Валентинку. Скоро у нас будет День Святого Валентина. Все дети готовят к этому празднику валентинки, чтобы поздравить друг друга. А Валя у нас Валентина. Да. Ей нужна особенная красивая валентинка. Мы ее сделаем самую красивую из фанеры и повесим в школе на специальное дерево, где висят все валентинки, и будем ей любоваться. У нас все инструменты и материалы уже есть. Начнем работать. Для работы нам понадобится в первую очередь кусочек фанеры. Фанеры. Размером 15 на 20 сантиметров. Понадобится копирка. Понадобится рисунок. Вот такой мы будем. Я буду рисовать его, разрисовывать. Вот Мы его нашли в интернете. Очень нам понравился. И Валечке понравился, да, Валюш? Угу. Она его одобрила. Хороший эскиз. И будем его по нему делать. Нашу валентинку. Нам понадобится также дрель со свердышком диаметром 3 мм. Понадобится выжигатель. Еще советских времен. С чебурашкой. Чебурашка? Еще я выжигал в молодости. И Владик, наш старший братик. Но еще никто его не поломал окончательно. Нам понадобится шлифовальная шкурка, единичка и нулевочка. Также краска красная в баллончике, чтобы наша валентинка была красная. Также самый необходимый инструмент это это не электролобзик, это обычный лобзик. Все привыкли работать электролобзиками, у нас обычный советский лобзик. И пилочки к нему, тоже еще советского производства. Это не Китай, натуральная, неподдельная. Сделано в Ленинграде, улица Салова, 27А. В 1975 году. Это у нас раритетные пилочки. А вот здесь вот что. Это линейка. И понадобится линейка нам для Деревянная. всяких мелких нужд. Ну, деревьям пахнет. Деревом пахнет. Понадобится нам еще ручка шариковая любая, карандаш простой и кнопки, такие их нельзя, которые правда, будем вставлять в фанеру. Ими можно пользоваться детям или нет? Нет, детям нельзя, чтобы маленьким, таким крошечным. Можно, но аккуратно. Тебе уже можно, потому что ты у нас настоящая школьница, поэтому будешь мне помогать. Берем кусочек фанерки, красивой нашей. Можно ее немножечко обработать наждачной шкуркой. Я тоже так могу. Покажи, как ты умеешь. Сейчас. Валя поможет нам. Чтобы она вся была без пятнышек. Потому что она хранилась в сарае. Немного покрылась пылью и грязью. А наша валентинка должна быть красивая. Все, готово. Теперь берем копировальную бумагу. Накладываем ее рисующим слоем вниз на фанерку. Прикладываем рисунок, валентинку, который мы будем выпиливать. Стараемся, чтобы она была у нас по центру фанерки, чтобы сколы, которые есть по краям, не испортили внешний вид валентинки. Теперь берем кнопки, которые мы приготовили, и по углам вставляем их в фанерку, чтобы рисунок никуда не сместился. Теперь берем шариковую ручку с тонким стержнем и начинаем обводить по контуру рисунок.
Ну вот, мы все обвели. Еще забыли вот один участок. Не все. Главное не забыть, потому что если мы что-то пропустим, потом тяжело будет это дорисовать, потому что будет накладка. Валя, посмотри, все мы обвели? Да. Все обвели, снимаем бумагу. Помогай, Валя. О! Снимай эту. Аккуратно. Ладно, лучше Давай я ты помогу. сними, а Так. то я могу порвать. Убирай. Что у нас получилось, посмотрим. Один листик убираем и второй убираем. Убирай второй. Убирай. Ой. И вот что у нас О! получилось. Вот такой симпатичный рисунок на фанерке. Теперь осталось самая малость. Это его... След остался. Что нужно сделать, Валюш? Выпилить. Выпилить. Для этого мы в каждом участке, который будет, мы вот его пометим, для выпиливания, должны будем сделать небольшое отверстие. Для того, чтобы затем это место выпилить, внутренние распилы. Я их сейчас чуть закрашу, чтобы мы ничего не перепутали. Я тоже умею закрашивать. Это все будет выпилено. И останутся только лишь тоненькие полосочки, которые и будут нашим окончательным шедевром. Все, теперь возьмем сверло и дрель и будем сверлить. Сверлим отверстие. Я взял сверло 1,5 миллиметра и сверлим по центру строго. Вот теперь у нас все отверстия сделаны. И можно приступить к выпиливанию этих закрашенных отметочек. Теперь берем лобзик, пилочку. Открываем. Это очень хорошие еще советские пилочки. Имеет вот такую форму с маленьким зубчиком. Зубчики должны быть вниз направлены, когда вы устанавливаете в лобзик. Для этого сначала в нижней части его закрепляем, эту пилочку, ее. Хорошенько затягиваем, чтобы она не выскользнула во время пропила. Можно плоскогубцами, можно руками, если в руках есть сила. И теперь ослабляем верхний зажим и вставляем пилочку в любое из выпиливаемых отверстий. Вводим в верхнюю часть пилочки верхний зажим, сжимаем с усилием рукой одной, а другой закручиваем верхний зажим. Сжимать нужно для того, чтобы пилочка была натянутой и при выпиливании не лопнула. Потому что очень часто она сгибается в дугу и лопается. Теперь можно приступить к выпиливанию. Для этого специальный применяется станочек такого типа. И начинаем
пилить. Вот, одно отверстие выпилено. Можно аккуратненько достать кусочек, который мы выпиливали. Вот одно отверстие у нас готово. Теперь откручиваем верхний зажим и аккуратненько вынимаем, выпиливаем поверхность. Вот получилось в таком плане. Напомню, сначала мы выпиливаем внутренние все отверстия и лишь в конце наружное, потому что это нам позволит очень удобно держать большую поверхность, чем маленькую. Продолжим работу. Вот такое получилось симпатичное выпиленное сердечко. Мы его подарим Вале. Я буду играть им. Все, а мы дальше продолжаем работу. Вот такое сердечко у меня. И ты его хорошо чистишь, да? Да. Покажи, как умеешь, чтобы оно было гладенькое и без всяких колючек. У нас все помощники. Да. Я, может, одно подарю кому-то. Кому ты хочешь А подарить? хочу одной однокласснице подарить. Только девочкам, а мальчикам не могу. Мальчики обойдутся, да? Да. Потому что это не мальчикин день, это мой. Хотя я все равно подарю моим подружкам. Я его распилю тоже. И Вале работы хватает. Да. О, готово. А это сердце мы отдадим, что ли? Что ли? Ну, тебе отдадим. Хочешь? А большое куда? Тоже, конечно, проблема доставать. Оно аккуратненько, чтобы оно не поломало ничего там, да? А то испортится. Если рисунок испортится, будет некрасиво тогда. Да. Шикарно пристукивать. А у нас тут получилось такое отверстие еще одно. Теперь я вот это сердечко. У меня будет теперь две сердечек. Два сердечка Два красивых. сердечка. Кто у тебя в школе, друзья, самые лучшие? Соня, Диана, Кристина. Они хорошие девочки, послушные? Да, вы как раз видели это видео очень давно. Где ты гуляла с своими подружками? Да. Ты в школе гуляла или? Я не в школе, я на улице. Это были каникулы летние. Там еще Катя была, по-моему. Да, была вся наша бригада. Вся бригада помощников была.
не упадет с краешка. И так вот получается. Я одну Кристине подарю. И я ей подарю вот такое, а мне вот такое чистенькое. Потому что это же мой праздник. Конечно. Ого. У тебя тоже коллекция уже есть. Да, теперь у меня чистые. Если мне папа еще сделает, тогда я еще возьму. Вот такие у нас дети. Вот такое сердечко получилось. Ого! Как раз для Валечки дарю. Я его там сейчас помою. Ну вот, мы вырезали основную внутреннюю часть сердечка. Теперь необходимо взять лобзик и по контуру вырезать основную часть сердца. У меня одно сердечко осталось, потому что мама забрала у меня. Валя очень довольна. Внутренние части очень хорошо идут для детских игрушек. Мама пошла красить лаком для нас. Мама покрасит лаком для ногтей, и Валя будет ими Да, играть. и еще одну я маме отдам, и она тоже покрасит. Продолжим. Начинаем с краю. Красный. В самом конце придерживаем вырезаемую часть и основание, чтобы не поломать тонкие части выпиливаемого сердца. И вот сердечко уже готово. Можно аккуратненько его Аккуратно вынуть. достаем. Вверх или вниз. О! Такое красивое. Вот такое сердечко получилось у нас. Все Мы- будут завидовать. Конечно, работа немножечко кропотливая. Мы с Валей трудились около часа, но зато она принесет свои труды, свои плоды труда. Поэтому сейчас мы его почистим с помощью наждачной бумаги, нулевочки, и можно будет приступить к покраске. С помощью мелкого надфиля полируем, шлифуем те части, которые очень миниатюрные, туда тяжело добраться. А и можно... Чтобы не было Вы заусениц. что, острый? Ну, такой, с насечкой. А можно я попробую? Теперь Валя немножечко потрет. Я хочу большой. Большой? Ну, бери большую, давай. Наша помощница тоже хочет помочь.
остальные делаю. Все, Классно? да. Что мы будем теперь делать? Красить. Красить. Ну, мы еще здесь просверлим маленькую дырочку вверху, Покажи краску. потому что у нас сердечко будет вешаться на специальное дерево. Вот краска. У нас красочка есть. Красная. Как раз красная. Красная. Мы хорошо перемешаем, колыхай хорошенько. Много-много, сильно так тряси. И приступим к покраске. Моя помощница мне поможет. Ого. Легкими движениями прокрашиваем Ребята, видите, всю одну переднюю поверхность. Вот таким образом. Вот краска немножечко подсохла с одной стороны, и Валечка покрасит с другой. Вот. Я сейчас попробую сама покрасить. Получится у меня? Положим на газетку, и Валечка будет красить. Хватит, не сильно. Ага, сейчас. Ой, я тут еще не доделала. По чуть-чуть нажимать надо короткими. Вот. О! Молодец. Не переборщила? Валя у нас уже опытный маляр, начинающий. Я умею просто пшикать. Молодец. Я немножечко очень много налила краски. Ничего. Один слой нанесен, подождем немножечко и после высыхания нанесем второй. Поздравляем всех Валентинов и Валентин с наступающим праздником. Желаем всем не Валентинам и влюбленным крепкой любви, здоровья, понимания и взаимоуважения. Угу. Это очень хороший праздник, и этот праздник достоин того, чтобы сделать для своего любимого близкого человека какой-нибудь подарок своими руками. Он будет намного полезнее и приятнее, чем всякая китайская купленная пластмассовая вещь. Вы были на канале Дело мастера боится. Смотрели видео о том, как можно сделать красивый подарок на День Святого Валентина к празднику Дню Валентина. Будьте с нами, пишите свои замечания и комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Всем пока! Пока.